31 октября 2008 года мой друг Костик Пролетарский из-за состояния здоровья был освобожден из лечебного исправительного учреждения номер 4. Это в Карелии, в России, недалеко от Полярного круга. После освобождения Костя все время находился в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге, пытаясь восстановить здоровье, подорванное за несколько лет, проведенных на зоне. Меня настолько потрясли и ужаснули его рассказы про жизнь в колонии, что я решила записать и его рассказ, и рассказ его мамы Ирины о жизни обычных заключенных с ВИЧ и туберкулезом. Давай, ладно, рассказывай тогда. В 2006 году меня осудили на 3 года общего режима. На тюрьме мне нашли туберкулез, и после чего меня отправили. Этапировали в Карелию, Лонда, туберкулезная зона. Лагерь. И у тебя был ВИЧ? Да, у меня был ВИЧ. Я до того, как меня посадили, я принимал АРВ. Начал принимать АРВ по всем, потому что клиническим показаниям мне уже было надо это делать. И вот когда я приехал в тюрьму, соответственно, я всем сказал об этом, да, всем врачам, которые меня принимали, там, что у меня вот такая ситуация, и мне нужны в жизни необходимые лекарства вот эти. Мне нельзя прекращать это все, прерывать. Мне сказали, успокойся, и все. И что? Ничего, не дали мне, ничего. И ты когда сидел всю дорогу, ты вообще АРВ не получил? Вообще не получил. Я в 7 году туда приехал, когда, ВИЧевых туда очень много привезли, да, но не знали, что с ними делать. Мы даже там не были, не числились как ВИЧевые. Мы приехали туда к туберкулезу. И всех ВИЧевых начали закрывать на один барак, и все, никуда не выпускать. И когда уже врачам, на обходе им говоришь, там, что вот ВИЧ, он говорит, я вообще ничего не представляю, о чем ты говоришь, что там. Там были одни фтизиаторы, там не было врачей. Ни инфекционистов, ни дерматологов. Этапы все приходили, уже барак кто-то уже не вмещал ВИЧ-инфицированных, да, пришлось отряд сделать. Отдельный отряд ВИЧ-инфицированных, турбо-ВИЧ, да. И это сейчас самый многочисленный отряд. Там? Да. Еще расскажи про жизнь в этом отряде. В принципе, там это режимный отряд. Там ничего, я еще раз повторю, там никаких ни лекарств, ничего. Там кормят вот этими туберкулезными препаратами, да, несмотря ни на что. Что, может, у тебя там гепатит или что. Там было много смертей, на самом деле. Я очень много видел, умирали люди. И потом это начали портить показатели, да, в лагере. И уже администрация стала отправлять, да, человек при смерти, ВИЧевый. У меня было неделю 40 температуры, там врачи ничего не могли сделать, они вообще не понимают, что происходит. И они знали, что на Медвежьегорске ВИЧевые сидят. Это Карельская тюремная больница. Меня туда отправили. Я там 2 недели просидел закрытый в ШИЗО. А что это такое ШИЗО? ШИЗО – это штрафной изолятор. А почему ты там дошел? Потому что в то время там только ВИЧевых везде закрывали, постоянно их изолировали. Даже и на тюремные больницы они сидели в ШИЗО, в подвале. Понимаешь?
И вот мы вдвоем там были. И все. И когда меня врач вызвал, говорит, ну что у тебя случилось, там, что тебя привезли там. Я ему все рассказал, объяснил, он сказал, ой, говорит, ты мне много новых вещей рассказал там. Ну, когда я ему рассказал за вирусную нагрузку, там, за РВ, там, за все. Но он вообще ничего не знал. Представляешь? Он говорит, какой-то подкол из Питера, наверное. Я говорю, да. То есть я там не лечил? Вообще ничего мне не сделали. Я просидел в ШИЗО 2 недели, и меня отправили. Я также навестила Костину маму, Ирину, и однажды тоже записала с ней интервью. Мы поговорили про Костю, про его детство и жизнь. Расскажите немного про детство Кости. Какой он тогда был? Ну, ребенок Костя был такой очень шустрый, очень активный. Буквально еще не родился он, я знала, что он будет таким. Уж больно беспокойным он был. Энергия била просто ключом, и вот куда ее направить? В общем-то, ребенок был способный. И в музыке, и во всех предметах в школе. Если бы он хотел, он бы мог учиться очень хорошо. Но вот ему не сиделось. Ни в школе не сиделось на уроках, ни дома делать уроки тоже не любил. Это же все постоянно. Сколько он секций перебрал в школе. Остановился уже достаточно в таком возрасте, наверное, лет 12 ему было на футболе. И играл очень успешно, очень хорошо. Но вот этого как-то, видимо, все-таки выплеска такого. А как у него с наркотиками все закрутилось? Очень рано он начал ходить на ночные дискотеки. Что построить, что разрушить, и кому и зачем здесь ведь нам с тобой голубых небес навек, нам с тобой. Лет-то было, я не знаю, наверное, 14, когда я его первый раз отпустила. То девочки попросили: отпустите Костю с нами. Ну, он был очень общительный, очень добрый, очень много было и друзей, и знакомых. Девчонки его очень любили и общаться с ними. И вот, наверное, не знаю, лет в 17, наверное, я так понимаю, он уже вот дошел до героина. Ну, так все и понеслось. Похоже на мыло, а сталь похожа на жесть, и слабость как сила, и правда как лесть, и неясно, где мешок, а где жила, и неясно, где обида, где месть, и мне не нравилось то, что здесь было. И мне не нравится то, что здесь есть нам с тобой. За эти годы, сколько, лет 12, наверное, вот так с этой бедой мы жили. Только что и останавливало, что не бросать его, потому что он сам не хотел с этим жить. И вот почти каждый год что-нибудь доделали. То он сам переломается, в реабилитационные центры ездил, он объездил всю страну. Не справлялся. Так а ты говоришь, люди умирали, они от чего умирали? Я видел, там одному человеку сделали пункцию спинномозговую. Вот. И он на следующий день потерял зрение. Ну, в общем, у него была высокая температура.
Ну, он умер в итоге. Тоже один. У него был гепатит, обострение гепатита, его все кормят таблетками вот этими, ну, туберкулезными, которые они высокотоксичные, такие вообще аж ужасные. А у него все дует живот, он желтый. А там знаешь, как там, ну, ты приходишь в этот медкабинет, и таблетки там, тебя аж в рот заглядывают, что ты проглотил их или нет. Там, если ты выносишь оттуда, хотя бы там спрятал таблетку, это 15 суток ШИЗО. То есть там... И вот он все ел таблетки. И он, ну, это в ужасе. Ну а какое же должно быть состояние здоровья, чтобы его актировали? Ну, бывали такие, что актировали там, знаешь. Ну, по состоянию здоровья, да, когда человек, ну, зэк не может отбывать. А когда не увозили, там, например, одного просто вынесли на носилках, его актировали. Его на носилках вынесли и там передали родителям. Я не знаю, там мама, наверное, в обморок упала. Ну, там какие-то жалкие останки сына его вынесли за ворота. Как его в Горелого только перевели, и там очень быстро обнаружилось, что у него туберкулез. А туберкулез-то, в принципе, был в самом начале. Терапию он бы принимать мог там. Ну, там Горелого тоже Костя правдолюб, очень хочется всем помочь. И он там поднял какую-то по поводу содержания их, по поводу лечения, что-то там были права их нарушены. И они же писали и письма, и переправляли незаконным путем в вышестоящие организации там. Шум был очень большой в Горелого. Там приехала комиссия, по-моему, сняли с этого в Горелого там. И так как Костя бы быстро не успокоился, пока бы своего не добился, его быстро, молча отправили по этапу в Карелию. А что ты там рассказывал каким-то азотом или какой-то Хлоркой-то? хлоркой? Не, ну это у всех, это не только Вечевых там касается, да? То есть это по приезду в лагере там с тебя сбивает спесь, так сказать. Ну, показывает, кто хозяин, это хлорка с аммиаком заливается. Допустим, 30 литров там и раствора этой хлорки горячей водой и аммиаком заливается тебе в камеру. Ну, я опустил глаза на пол и смотрю, что дым идет просто от досок, представляешь? Вот я помню, я попал в такой переплет, что... Ну, вот такое же помещение, да, как в пол моей палаты. Туда набивалось 20 человек, зэков, да, а там уже все. Там даже не видно, ну, я не мог никого видеть, который в полметра, поскольку эта хлорка, она аж летала в воздух. И люди сразу же начинают задыхаться. Кто-то упал без сознания, там, через 5 минут, да. Такой раствор делают, что ты практически на грани там, потери сознания, понимаешь? Когда тебе выжигает глаза, там, ты не можешь дышать, у тебя уже пена идет из желудка, да? Это просто как газовая камера, эти серьезно говорю, заливают, и там дышать просто нечего. И у тебя даже лицо вот начинает, все растворяется, вообще разъедает, представляешь? Ну, и люди в панике начали просто ломиться в дверь, а ее подперли там, закрыли там, да? И, ну, то есть они спасали свою жизнь, реально, представляешь?
И они вынесли эту дверь вместе с куском стены просто. Ну, а это как-то объясняет, зачем это делать? Ну, это в качестве наказания. И что? Психологически и морально ломает человека, понимаешь? Официально. То есть это нет, хотя это все происходит. На газовой камере мне одевали на голову противогаз. Ну, вот я не холодняк. Дышал достаточно продолжительное время. Так а это с аммиаком они тебе делали, чтобы ты что-то рассказал, что ли? Или Ну просто да. как наказание? Вообще человеку, он освобождался, да, и он меня попросил: Костя, напиши мне там адрес там, спеццентра. А такие вещи вообще, как личные записи, там, нельзя выносить за пределы зоны. При обыске, когда он уходил, у него нашли. Посчитали, что это какая-то малява, там, знаешь, воровская серьезность. И за это вот я был жестоко наказан. Я приехал в лагерь, у меня был инфильтративный туберкулез легких, не очень серьезно, да, даже дыр, то есть очагов нет, да, просто там затемнение. И после там месяца пребывания там и нескольких там экзекуций этой хлорки мне делают рентген, и мне говорят, что у меня распад обоих легких начался, короче. И вот я освободился, домой приехал, у меня 40 температура. Я приехал в больницу в Боткине. Туберкулез у меня был, обострение туберкулеза. Высокая температура у меня держалась, наверное, где-то месяца полтора. Сбивали. И АРВ хотят назначить, но до сих пор не назначают. Ну, потому что не активен туберкулез. Да, не рискуют. Потому что тут риск такой 50/50. Либо туберкулез обострится так, что будет летальный исход, либо все будет нормально. После того, как я расшифровала интервью, я хотела показать его Косте, хотела проверить кое-что. Я попросила ребят в Питере сгонять Костяну, чтобы он прочитал интервью. Но оказалось, что в тот день Костя был в коме. Состояние его здоровья практически не улучшалось с зимы. Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза не давало никакой положительной динамики. Температура держалась уже несколько месяцев. У Кости было подозрение на туберкулезный менингит и туберкулез селезенки. И из-за своей наркозависимости Костя просто не мог постоянно находиться в больнице. Каждый день ему надо было куда-то ломиться, искать наркотики с температурой и иногда пропадать неделями. Ругать, уговаривать и залечивать его было бесполезно, а метадона в российских больницах нет. Поэтому он просто не мог постоянно находиться в палате. Наши украинские друзья предложили перевести Костю в Киев, где у него был бы доступ к метадоновой терапии, и он бы мог спокойно вылечить свой туберкулез, никуда не бегая, не сбегая постоянно из больницы, чтобы найти наркотики. И мы уже собирались увозить Костю в Киев, когда в очередной раз он решил уйти из Боткинской больницы, отдохнуть и поторчать. А уже через 2 дня по скорой оказался в туберкулезном диспансере в коме с туберкулезным менингитом.
Для нас эти 4 дня Костиной комы были днями горя и надежды. Я все твердила всем вокруг, что если Костя пережил онду, то кома ему уж точно нипочем. И я очень надеялась. Но 19 июня 2009 года в 6 часов вечера Костя умер. Как Костя вообще оказался в тюрьме? Страшно за него было. Хотелось вытащить, помочь, увести от друзей и от этой компании. Я продала квартиру, мы купили дом. Тоже недалеко, там же около Ломоносова. Думала, что хотя бы вот обстановка новая, люди вокруг новые, может, не сразу так вот ринется или встретит кого-то. Но оказалось, что это тоже, в общем-то, ничего не дало. Конечно, и стоило ему заикнуться, что «мама, помоги, я хочу завязать», конечно. Конечно, я помогала. Но чаще это было только так, это предлог был, чтобы очередной раз вытянуть денег, наобещать что-то, но ничего не сделать. Он и сам переламывался. Как мать, наверное, к сыну я всегда относилась к этому. Конечно, ругалась и дрались. И все было. Момент такой настал, что я уже с ним жить не могла. Потом, как у всех наркоманов, это деньги нужны, значит, это уже криминал. Это кражи. Что еще говорит о его хороших человеческих качествах? Все это было всегда направлено на меня. Почему мне и пришлось, в принципе, посадить своими руками? Потому что воровал у меня, отбирал деньги у меня, из дома все вынес у меня. И я просто вынуждена была писать на него заявление, подавать в суд. И я просто другого выхода не видела. В России лечение наркозависимости неэффективно, а реабилитационные программы практически недоступны людям, у которых нет денег. Тюрьма становится основным способом решения проблемы наркозависимости. Большинство из тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, оказались там из-за своей наркозависимости. Но, к сожалению, тюрьмы часто кажутся последней надеждой для многих российских матерей, таких же, как Ирина, которые уже настолько отчаялись, что готовы отправить своих сыновей и дочерей в места лишения свободы, в надежде на то, что, может быть, хоть это сможет им помочь. Но, к сожалению, тюрьмы не лечат. Они не могут заменить собой качественное лечение наркозависимости или социальную поддержку людям в решении их серьезных проблем, которые стали причиной их зависимости. Тюрьмы убивают. Мне известно слишком много историй, когда тюремное заключение стало смертным приговором для людей с ВИЧ-инфекцией. Костя хотел бороться за доступ к заместительной терапии в России, и мы обсуждали, какая ему нужна юридическая поддержка, чтобы он смог довести дело до Европейского суда по правам человека. Но Костя так и не смог осуществить свой план. Он слишком рано погиб.
Сегодня несколько смелых активистов продолжают то, что хотел сделать Костик. Ирина Теплинская, Алексей Курманаевский, Иван Ножкин подали жалобу в Европейский суд по правам человека о том, что в России недоступна заместительная терапия. Так же, как и Костя, они провели годы на зонах, болели ВИЧ, туберкулезом. Но в отличие от Кости и многих других ребят, они смогли выжить. 7 лет спустя после смерти Костика ситуация в России практически не изменилась. В некоторых отношениях она стала даже хуже. По-прежнему огромное число людей лишается свободы за незначительные преступления, связанные с наркотиками. Заместительная терапия также недоступна. Люди продолжают умирать от СПИДа и туберкулеза. Но сегодня у нас есть наша организация, фонд имени Андрея Рылькова, и мы боремся за права таких же, как наш друг Костя, за доступность лечения наркозависимости в России, за программу метадоновой терапии, за хорошую доступную реабилитацию, за лечение ВИЧ и туберкулеза, за профилактику передозировок. Костина жизнь, его смелость и активизм вдохновили нас, нашу работу и борьбу. Он вам рассказывал о том, что с ним происходило на зоне? Потом в больницу уже не так часто, там раз в неделю, 2 раза в неделю могла я съездить к нему. Вот он мне пытался, конечно, рассказывать, как там в тюрьме, но только начинает у меня сердце вот заходится. Костя, мне просто плохо будет, не надо. Он говорит: мама, а кому мне еще рассказать? Особых подробностей я не знаю, но то, что, конечно, били страшно. У него такие шрамы на лице, на голове, которых не было, когда он уходил туда. И это сделали не те, с кем он сидел, а охранники. И вообще удивляюсь, что выжил он там. Очень хотелось, наверное, вернуться домой. В больнице он познакомился с девушкой. Все-таки дождался он своей любви. Какие они были счастливые. 8 месяцев пробыл на свободе. И жизнь закончилась. Ну вот, а теперь у нас на днях родится Матвей, Костин сын. Вот сейчас отправили в больницу. Я уже не знаю, что вам рассказывать. Спросите чего-нибудь. И они с вами будут жить? Да. С нами, конечно. Она и останется с нами. Ну, пока сама не захочет.